Для работы нам потребуется блестящий фоамиран, металлический ободок, фатин, бусинки диаметром 8 мм и полубусины диаметром 1 см. Для начала приготовим шаблон для короны. Нам потребуется квадрат размером 6 на 6 сантиметров. Вырезаем по контуру. Складываем квадратик по линии посередине и будем формировать фигуру для короны. Далее берем ободочек, прикладываем к фигуре, которую мы вырезали, и надо точно вырезать ее по контуру. Сначала обведем, потом вырежем. Итак, шаблон готов. Берем фоамиран блестящий, прикладываем к фоамирану и вырезаем 7 таких фигурок. Так, шаблон я вырезала на фоамиране. Далее складываем и будем делать 3 надреза, доходя где-то, не доходя 1 сантиметр снизу. Делаем вот такие вот надрезы. Раз, два, три. Вот такая вот фигура должна у нас получиться. Далее кончики нашей фигуры будем приклеивать к середине. Наносим клей. Теперь вторую полоску, которую мы вырезали, также подводим к середине и приклеиваем. Далее я хочу вырезать такой цветочек с помощью дырокола. Диаметр данного цветочка 2,5 сантиметра. Так, цветочек у меня готов. Теперь включила я утюг и будем нагревать цветочек, чтобы у нас был немного выпуклый. Так, теперь берем полубусины и бусинку диаметром 8 мм. Приклеиваем бусинку сверху нашей фигуры. Вот такая вот красивая деталь для короны у меня получилась. Всего нам потребуется 7 таких деталей. Пока убираем в сторонку. Берем металлический ободок, сантиметровую ленту, измеряем длину ободка. Длина ободка составляет 38 сантиметров. Отметим середину. У меня это 19 сантиметров. Теперь от середины будем отмерять по 13 сантиметров. Сделаем разметки. С другой стороны также. Так, отметили. Поставили разметки на ободок. Берем фатин длиной 1 метр, шириной 5 сантиметров. Шириной 5 сантиметров. У меня таких 3 полоски. Видно, не видно. Вот, посмотрите, 3 полоски я взяла.
Прикладываю 3 полоски друг к другу и буду прошивать вдоль. Так, все, я собрала на ниточку с иголочкой фатин. Теперь мне нужен размер данного фатина 26 сантиметров, как мы отметили на ободке. Так, давайте доведем до 26 сантиметров и закроем. Отметка 26 сантиметров. И закрываем фатин. Теперь берем ободочек, с краешка наносим немного клея. Нужно будет зацепить край с этой стороны. И будем доводить до следующего края, где мы отметили 13 сантиметров. Потихоньку приклеиваем. Фатин готов. Теперь берем первую деталь. Будем приклеить ее посередине. Вот здесь получается, если отодвинуть фатин, то видно будет середина, которую мы отметили карандашом. Даже через фатин видно ее. Будем приклеить ровно посередине. Далее по краям клеим. Теперь осталось приклеить оставшиеся детали по 2 штуки с правой стороны и с левой стороны. Прикладываем и смотрим. Так, корона готова. Осталось только расправить фатин. С обратной стороны также расправим юбочку. Вот такая вот красивая нарядная корона у меня получилась. Обязательно оставляйте комментарии, делитесь вашими впечатлениями. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!